До Первой мировой войны французские солдаты одевались в красно-синюю униформу, которая была очень заметной и мало подходила для условий ведения войны того времени. Поэтому была разработана новая военная униформа, которую я расскажу в этом видео. Французские солдаты носили удобные кепи с кожаным козырьком, темно-синим околышком и красной тулей. Спереди кепи вышивали номер полка, на кепи надевали чехлы цвета шинель для маскировки. В 1913 году вышла водонепроницаемая версия кепи, а позже кепи были заменены упрощенной версией синей ткани, а с 1915 года перестали вышивать номер полка на кепи. До каски Андриана были металлические ермолки, которые надевались под кепой без подкладки. Ермолка была неудобной и не пользовалась популярностью у солдат. Каска Андриана названа в честь человека, который ее придумал. Каска была синего цвета, который был очень заметным. Поэтому французские солдаты надевали на них коричневые чехлы и покрывали их грязью для маскировки. На каске была изображена пылающая граната, на которой было написано РФ, что было аббревиатурой слов Republique Française, что переводится на русский язык как «Французская республика». Каска была создана для уменьшения смертей от осколков снарядов и от шрапнели, чем ей помогал гребень на каске. И по итогам количество ранений в голову уменьшилось в 4 раза, в сравнении с военнослужащими, не имевшими каски Андриана. Но каска Андриана не спасала от выстрела пули. Каска Андриана была принята на вооружение в Бельгии, Греции, Италии, Российской империи, а впоследствии и в СССР, Японии, Люксембурге, Мексике, Марокко, Перу, Польше, Югославии и так дальше. У французских солдат были яркие красные брюки, которые были очень заметными, поэтому французские солдаты в конце 1914 года начали надевать на них широкие шаровары синего цвета для маскировки, а в 1915 году был налажен выпуск серо-голубых брюков. Мундир, блуза, которую солдаты в обходах называли «короткая задница», был непопулярным и нечасто встречался. Звания представляли собой полоски, которые распространялись на обшлагу. В конце лета 1915 года начали производство нового серо-голубого мундира, и появились новые знаки различия. Шевроны носили на левой руке, которые обозначали продолжительность службы. Один шеврон означал год службы, следующий означал полгода службы. А в 1916 году во Франции начали прислуживать солдатам нашивки за ранения. Их носили на правой руке. Шинель образца 1787 года была темно-синего цвета. Шинель была двуборотной, с 6 пуговицами с каждой стороны и 2 карманами. Пояс шинели можно было пристегнуть пуговицами сзади, чтобы облегчить движение. На пуговицах шинели была изображена пылающая граната. На воротнику шинели был изображен номер полка. Под шинели надевали снаряжение и ремни. В конце 1914 года началась разработка более упрощенной версии шинели из-за нехватки ткани, что было серьезной проблемой, поэтому Франция подписала большой контракт с Англией на импорт английской серо-голубой ткани. В 1915 году начала поступать на фронт упрощенная версия шинели из английской серо-голубой ткани, которую называли английским синим. Она была однобарвной и самых разных оттенков синего цвета, от классического до военного до серовато-голубого. Во время войны самой популярной обувью были ботинки образца 1912 года с обмотками или гамашами потому, что они лучше всего подходили для окопной войны. Обмотки были очень популярны потому, что в поле или в залитых водой окопа свои вязли в грязи и сползали. Ботинок же с хорошо повязанной обмоткой крепко держался. В жару же ноги в обмотках не переет, в отличие от ноги в сапоге, а в холодную погоду дополнительный слой ткани неплохо согревает. А самое главное, что обмотки были очень дешевыми и простыми. Ранец Азор образца 1793 года был очень неудобным, таким, что новобранцы не могли первые месяца надеть его без помощи своих товарищей. Делали ее с толстой черной ткани или кожи, натянутой на деревянный каркас ранца. Ранец покрывался специальной черной субстанцией, которую солдаты натирали на свои ранцы, чтобы сделать чистый и блестящий вид, что забирало много силы и времени. За несоблюдение норм солдат наказывали. Но били солдаты, которые не натирали, обмазывали ранец. Из-за этого солдат во время дождя не мог использовать обмундирование, не боясь испачкаться.